Я сейчас тебе устрою. Давай, давай. Давайте, поехали. Ну, Семен. Не, ну бездарно, что бездарно их брать? Раз ты такой борзый, давай, я сейчас... Я люблю челленджи, челленджи люблю. Давай, вот тебе челлендж. Ну, Женя совсем меня не уважает. Это Думает, не Женя, что я не-не-не, старик. это не Женя, у нас это- совместное творчество. Это будет сложно. Да ничего сложного. Это партия с Одесским, 87-й год. Сейчас бы так считал бы, я бы поборолся с Карлсоном. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу рубрику «Угадай свою жизнь», назовем ее так. Сегодня у нас знаменательный гость в эфире, наш последний чемпион на данный момент мира, 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Володя, добрый вечер. Привет. Добрый вечер, приветствую. Как говорит Евгений Ильгизович, сегодня будем кататься по волнам твоей памяти и попробуем выбрать, мы попробовали с Женей выбрать из богатейшего твоего наследия партии, которые либо представляют какую-то, так сказать, художественную ценность, либо заставят тебя хоть на секунду задуматься. Так. Нет, ну я не много партий играл. Это все-таки, конечно, зависит от того, кто выбирал, потому что можно так навыбирать, что я вообще ничего не угадаю, наверное. Хотя трудно сказать, мне самому интересно, вспомню я что-то или не вспомню. Ну, то есть что-то наверняка вспомню, а вот насколько много, это интересно. Да, ну давай начнем. Первая позиция, играем белыми. Играем, да, было дело. Слон Е7 я сыграл. Партия с Вакатура, последний тур Олимпиады в Баку. И после этого хода тренер сборной Андрей Филатов подошел и минуты две так впился в доску. Зачем фигуру отдал, да? Зачем я в нормальной позиции подставил под бой слона. Да, это я хорошо помню. Да, это 2016 год, действительно Олимпиада в Баку, матч Россия-Италия. Ну, главное, что там и без этого хорошо, но просто такой красивый ход, ну и все-таки, перевес там везде есть, да, и там одну он ошибку допустил, потом и удалось выиграть партию, последний тур был. Ну, давай покажем все-таки на естественный любительский ход, забрать-то слона. Ну, забрать, да, тогда конь бьет c6, такая вот тактическая мулька. Да, и это еще Ботвинник говорил, что я скрытый тактик, когда мне было 12 лет. Скрытый тактик, потому что я играл позиционно, все, он говорит, не, ну Крамник это тактик, это же хорошо понимал, совершенно. Да? Ну, я на самом деле считаю, что это одно из сильных моих сторон, именно тактическое зрение. Оно у меня достаточно, такое острое. То есть это, потому что считается, что если игрок позиционный, значит он как бы, да, в тактике не очень силен. Но на самом деле тактика и комбинационная игра или там динамика это не совсем одно и то же, да. То есть, вот именно чисто тактическое зрение у меня достаточно хорошее. Вот слон Е7 такой ход неожиданный. И мой соперник на доску так уставился в недоумении поначалу, но он достаточно сильный, он сохраняет перевес, и да, после ладья b7, конь бьет c6, а там как-то там было, я уже не помню, взял на d4, это длинный вариант, форсированный, вследствие которого, да, он... И здесь тоже ты не забираешь слона на... Ой. Потому что на c3 висит конь, да. Ну, там длинный вот вариант, как там конь бьет e4, да, и потом там красивое было сдвоение ладьи, вот это вот, если дальше посмотреть, я помню, что кто-то потом сказал, я не обратил на это внимания, да, ладья d8, король там, да, король f8, ладья a7 и в какой-то, и ладья a8, он сказал, что это довольно оригинальное сдвоение ладьи на a7 и a8, да. И потом где-то я забрал коня, отобрал на c6 и пешки пробежали. Что-то такое было. Да. Все правильно. А вот тут интересная ситуация, потому что как-то было сыграно слон d7, да, наверное, единственный ход. И вот тут какой-то ход, потому что я понял, что у него практически цуцванг в этой позиции. Типа b4, наверное, я пошел. Да. И тут неожиданно практически цуцванг, у черных хода нет. Да, конь и как-то там конь потом... на e8 не ходит, ладья не ходит, она защищает. Ладья не ходит, слон висит, да, слон не ходит, на c6 висит, король не ходит, конь бьет d7.
И вот оказалось, что с ходом проблемы у черных. Да. Ну, как-то там черный, ну, есть какой-то ход, я уж не помню какой, C5, но да. c5, да, и там как-то пешки начали бежать, крайне неприятно, да. Он c6, вот тут чисто на тактике черные сразу не проигрывают, но проигрывают постепенно, потому что уже очень сильные пешки. Да, b5. Да, и мы вот, к сожалению, правда, бы только третье место заняли. Все равно мы выиграли этот матч у Италии в последнем туре, заняли третье место. Да. Ну хорошо, с этим справились. Переходим дальше. Позиция за черных вот такая. Ну, Женя совсем меня не уважает. Это не думает, что Женя, я уже не-не-не, старик. это не Женя, у нас Или это- совместное творчество, совместное творчество. совместно? Или уже думает, что я уже вообще ничего не помню. Не-не, Ну, это я, конечно, Володь, память это я уже для не та. зрителей. Выдаю, память уже не та, но все-таки. Ну, я как-то пробежал королем здесь, наверное, я пошел король f6, потом где-то король g6. И, Да, но ну, мне как-то просто... ладья f7, где-то я, да, король g6, он что-то начал коня переводить. Ну, позиция-то ничейная, конечно. Но это была с Салемом Доха Open, по-моему, Да, 15 совершенно что верно. ли, 14 даже год, да, 14, 14 да. год. Я просто И он хотел начал коня показать. переводить на c1. Я конь d8 пошел. Он, конечно, дурацкий ход король e1 сделал, потому что, ну, идея в чем, что на конь c1, конь c6 я хочу. В этом идея, конь d8, и я так... Ну, на самом деле, я-то задумал пробег короля, но ну, тут, в принципе, ничего страшного. Ну, ладья ушла, и что там, что особенного. да. Ну, конь на c4 попадает, но это не принципиально, все равно ничейная позиция. А он решил, что я просто напал на конь c6, сделал ход король e1, чтобы не было. И тут я побежал, Да, ну мне Хотя просто... ничья у него все еще была, но такой пробег был неожиданный для него, и он что-то растерялся. Король туда Ну, где-то зашел. Я здесь просто надо было помню, всё-таки. я это в лайфе смотрел, мне понравился пробег короля. Да, пробег. Ну, где-то здесь он ничью еще держал, но он цейтнот попал, и, по-моему, еще какая-то ничья была, ладья 8 неудачный какой-то ход. Ну и вот, ну, я помню, это моя была шестая подряд победа в этом Open турнире, ну в сильном Open турнире, то есть я все-таки там выиграл и у Гири, по ходу делал с Югирова, это была 6-я подряд, да, Да. в предпоследнем туре. Все правильно. Продолжаем наши измышления. Ну да, помню эту позицию с, как его, Ипатов Да, с черными, да, Кубок мира 2013 год, где-то я Е5 прорвался. Не, это, какой-то кстати, не Кубок момент. мира. Это не, в смысле, не Кубок мира, а командный чемпионат мира. Командный чемпионат Командный мира, чемпионат да, мира, совершенно да. Где-то я прорвался Е5, может даже здесь. И Даже здесь, как-то да. оказалось, что несмотря на лишнюю фигуру, настолько все плохо стоит у белых, что как-то он взял на Е5, я просто взял и начал медленно фигуры подводить. И, в общем, совсем рассыпается позиция белых лишней фигуры. Как-то я там слона, потом что еще одного слона где-то, ну да, пешку я забрал, потом как-то ладью на Е6, на Е7 и прорвался по центру. Да. Помнится. Ну, красиво такая жертва. Да, ну как-то у белых так фигуры стоят. И конь вырезан, он же на c6, на b7 не ходит. И ладьи тоже не очень стоят по линии h. Он как-то решил, видимо, сымитировать мое сдвоение. Я там же они стояли, только в его лагере. А у него h1, h2. И как-то, оказывается, там еще и хода нет. В общем, как-то быстро он проиграл. Ну, правда, она проигранная позиция. Да. Хорошо. Едем дальше. Черными опять. Ну, это, конечно, это памятная партия с Карлсоном, Виконзея. Вот год только точно не скажу, наверное, 11-й, может быть. Ну, вот какой-то, они же 10-й, все года да. одинаковые, 10-й, Да, они все совершенно года верно. одинаковые. Это Вот я партия... побил ЖФ с дуру, конечно, совершенно. Ход-то, наверное, сомнительный. Но очень красивый. Но да, там партия красивая была дальше. То есть ход такой, там хуже, наверное, объективно у черных в какой-то момент, но началась заваруха страшная, и ну, красивая была партия, да. Она такая, Да, одна из моих любимых твоих вот партий позднего периода. Она такая была динамичная, что-то я там все пожертвовал, король в центре, король у меня какой-то в центр перебежал, да, тут он где-то перевес мог получить, вместо слона h3 какой-то ход был правильный. А дальше, ну, компенсация у белых, я что-то начал пешки отдавать, чтобы инициативу перехватить. Да, я помню, d4. Ему надо было b3, конь b2 по-быстрому, коня ввести в игру, и хорошая компенсация, я думаю, у белых.
А он начал заходить за пешками, я как-то вот конь Е5 и все. Шашки наголо, да, потом еще качество отдал, Да, вот тут помнится. не тут Да, дальше. ладья c6, ферзь e4, вот где-то там, да, вот я еще пешку, потом еще качество. И в итоге вот конь на a4 оказался плохо стоящим. Как неожиданно совершенно. Так вроде вот Оказалось, так что конь на посмотришь, a4. да, так посмотришь на позицию, не поверишь, что через 8 ходов партия закончится. Ну, тут Качество остро, отдал. он правда зевнул, ну, опасно у белых, что с коня на А4-то, Б3-то надо было в какой-то момент пойти. То Ну есть да. бело черное напирает, материалу, конечно, мало у черных, но зато кураж и инициатива, шах, я еще королем вперед пошел. Я Да, вот и много пешка. эту партию анализировал, да, d3, ну, где-то он спасал, он здесь спасался, ничья-то еще держится здесь. М, Но цейтнот начал попадать, тут позиция-то все-таки сложная для игры. Вот Очень. конь b6, он, конечно, ляпнул, слон b7 Мгм. пропустил. Ну, было какое-то спасение, а тут уже его нет, конечно. Тут я Да, уже забрал все и забрал, да. мат поставил. И здесь Да. действующий чемпион мира сдался. Тогда Да, еще не действующий, тогда еще тогда не еще на действующий. подходе. На подходе. Но он уже Дальше. был номер один, по-моему, в мире, да, в тот момент. Давай Он, чуть по-моему, вообще с рождения был номер один. с рождения. Ну, это, конечно, тоже такие партии памятные, Ну конечно, а как это я такое? узнаю. Это с Иванчуком, 1993 год, Линарис, мой первый Линарис, Да, моя совершенно партия верно. с третьим шахматистом мира тогда. Я уже сыграл ничью с Каспаровым к тому моменту, и в полтиннике, по-моему, стоял где-то в середине турнира, и вот как-то черными разящую контратаку Да. А провел ход? с Иванчуком. Рокировку я, по-моему, сделал, Да, насколько да, я помню. И правильно. ладья c8, и как-то мат быстро поставил ему. Да. Как-то он что-то побежал королем, но трудно. Уж больно много фигур в атаке. Да, Да. шах. Он еще в цейтноте был страшно. Как обычно. АБ, и да, и то ли здесь сдался, то ли на следующем Да, ходу. вот здесь Да, сдался Василий Михайлович. да. Ферзь теряется. Памятная партия была. Ну, я Памятная партия. поэтому и брал их, ну что ж. Не, ну надо что-то такое, какой-нибудь open турнир с какими-то когда-то Не, мастера. Володь, Вот не это тот, вот. извини, я тебе могу еще раз из опенов подобрать, но все-таки с тобой как бы это... Это Давай, помню тоже. Ну, то есть партию помню, это с Карповым в быстрые шахматы, в Майнц. Ну, вот год, наверное, 98-й, наверное, скорее. Вот 99-й, да. какой-то, Да, все правильно. 99-й, да. Да, Вот слон бьет G7, король G7, конь F5 шах, ЕФ, ладья E7, конь E7, ферзь E2, да? да, И совершенно забрал верно. фигуру. Совершенно верно. Да, Висит там, висит здесь. Что-то да, пока, да. выиграл. Надо было действительно из опенов больше брать, но... Ну, еще можем разок сделать. Потому что Да, такие вот жесткие у меня примеры с каких-то детских опенов, вот что-то да, такое. хорошо, хорошо. Ну, Ну, Семен Семенович. давай четко, с кем, Ну, когда, что. ну, с Гельфанд, Берлин, 96-й год, ход, конь c3, конь бит d4, ладья бит b2. Да, И, к совершенно. сожалению, ладья b2, ферзь a2 шах, ну уж не бил бы на b2, ну уж побил-то побей на a2, ну дай мне мат поставить, он Да, сдался красиво. здесь Да, да, тоже. да. Ну что это такое? Ну Что? побей на a2, ладья b1, и он на самом деле, он еще, во-первых, он красив тем, что он красиво, при этом он абсолютно правильный, то есть игра была правильная, нельзя сказать, то есть Ага. не то, чтобы он где-то зевнул или что-то, тут уже нет спасения. А в-третьих, это так называемый правильный мат, то есть ну вот в композициях же есть такое понятие, как правильный мат, это когда нет лишних фигур, то есть, ну, в партии-то это очень редко бывает, да, когда Мгм. вот Да. в финальной позиции ни одной лишней фигуры нет, то есть все фигуры, которые на доске, они участвуют в мате. Мгм. Ну, тут, то есть, поэтому, да, партия была памятная, конечно, да. Тем более, Да. что она объективно хорошая по качеству была. То есть, он Да. не просто случайно получился этот мат, да, как бывает, просто кто-то что-то зевнул, Мгм. цепнуть. А вот как бы все логично к этому Да, это подошло. Ну, ладья действительно А2, я это Боре до сих пор не не простил, простил. да? Не простил. Потому что он не Хорошо. побил на А2. Ну, ты, конечно, извини, Володь, но примеры у нас, да, такие. Ну, надо же показать, понимаешь, былые эти, как это называется, да, эти за черных. Ой, Ну, за это уже черных. чуть сложнее, но мне кажется, что это партия с Полгар, черными, Виконзе, а вот за год не ручаюсь, потому что, ну, сейчас подумаю, какой это мог быть год. Наверное, 9-й может, в смысле 99-й может быть,
или в 98-й. Да, 98-й, совершенно верно. 98-й, да? Да, это вот действительно который партия с Полгар из Вейканзе. Не, у тебя память просто А4. хорошая, я понял. Да, А4, А4 прорыв. я метнул. И как-то там неожиданно оказалось, несмотря на то, что материала мало, что есть проблемы, потому что на Балладе А4, да. А иначе там А3 пешка пробегает. Да. И не факт, что у черных есть, у белых есть спасение, несмотря на ограниченность материала, потому что Юдит не может ладья против слона получить. Так вот. Мгм. Но как-то она могла держаться здесь. Как сыграла, вот это совсем уже проиграно. Но она тоже в цейтноте была. Ну да. Ну да, Ну, А4 здесь уже такой ты... уже казалось совсем ничья была, и тут как-то нанес неожиданно А4 Да, ей. красиво. Это красиво было. Да, Хорошо. потому что на АЖ АБ, да, там как-то, да, получишь. Подожди, а что? А, не, на АЖ А3, а на Б ладья А4, правильно, да. Ну Так, да, дальше. поехали. О, это уже сложнее. Ага, это Подожди, я это, наверное, моя подбирал. партия с Фрицом из Бахрейна, 2002 год. Ну, что ж Третья, такое? да, партия матча? Не могу проблемы перед Третья. Крамником поставить. Ну, c6 как-то, и что-то вот комп, они же, ну, c6, конь f6, они как-то оценивали тогда сдвоенные пешки очень. Я там где-то поменялся на f6, и он Да. оценивал ее как равную, потому что тогда они очень, очень плохо оценивали сдвоенные пешки. А у черных две сдвоенные пешки, ну, у них перевес, но он считал, что, ну, что там, с двумя сдвоенными пешками как выиграешь-то? А вот Мгм. как-то выиграл, как-то потихонечку, я ему объяснил, что все-таки сдвоенные пешки – это все-таки пешка. А мне там понравилось какой-то, я помню, какие-то я смотрел обзоры этого матча, ты в какой-то момент не за доской думал, а ушел в комнату отдыха. И чуть ли не 40 минут там простоял в комнате отдыха перед экраном. Там же они съемку вели везде. Какой-то Да? был такой эпизод. Может быть, да, я уж не помню, но да, потому что, наверное, ну, я иногда использовал такой момент, то есть просто чтобы чуть-чуть освежить голову, как-то чуть по-другому ты видишь ситуацию, Мгм. когда, а может быть, я не исключаю того, что там какой-нибудь, может, кондиционер просто сломался, я не исключаю что-нибудь такого типа, потому что жара там была жуткая, я помню, этот матч был интересный, потому что Бахрейн, ну, он был где-то в октябре, Мгм. ну, октябрь в Бахрейне это серьезная вещь такая, да, то есть там Испытание. 35 вечером, ну, а днем 40, да. Я дважды вышел на улицу, то Мгм. есть за все время, Из я там был аэропорта месяц. из Я аэропорта там и был из месяц. гостиницы, да? Да, и я один раз решил выйти на прогулку. То есть я один раз вышел куда-то на экскурсию, там что-то, да, там тут же из машины Ага. в кондиционер, под кондиционер. Один раз мы решили выйти на прогулку, где-то часов 10 вечера, уже так прохлада такая наступила, где-то 35. Ага. А, И я вышел, ну, а там влажность страшная совершенно. И вот мы вышли, где-то минут 40 погуляли, прошлись. Я пришел, ну, весь, конечно, мокрый, тут же Мгм. душ. И я устал, ну, вот как будто я в фитнес на 2 часа сходил. То Мгм. есть такая устал, потому что, ну, совершенно дышать нечем абсолютно. И я понял, что это была моя последняя прогулка. Вылазка. Да, и дальше я уже из номера, то есть из номера фитнес-центр, бассейн, все внутри гостиницы, питание на игру, вот, сказать, под кондиционером. Но, к сожалению, может быть, отчасти из-за того, что все-таки сидеть месяц в номере, какой бы он ни был шикарный, конечно, не так просто. И я под конец что-то зевать начал. Конечно, я, к сожалению, должен был выиграть матч в пятой партии, просто зевнул фигуру. В принципе, в ничейной позиции. Ну, худший, но ничейный. Там, пассивно мог 4-3 получить ферзь веншпиль ничейно. А я решил что-то другое сделать, зевнул фигуру, и в итоге матч 4-4 закончился. А, Ну, кстати, все потом равно еще... неплохо. Ну, это один из последних таких матчей, где, может быть, даже с небольшим перевесом Homo sapiens Да, проходила да. борьба, потому что потом уже Потом все. я играл в 2006, и в 2006 уже было крайне тяжело. Я на самом деле очень хорошо играл матч. То есть зевнул мат в один ход, совершенно Да, безумный, да, да, абсолютно да. непонятно как. Но так я даже имел шансы 3 свести в ничью, но тогда уже я понимал, что это вообще уже вот все, уже на пределе. Мгм. Осталось немного времени, и после этого ни одного такого серьезного матча уже не было, потому что очень быстро компьютеры еще сильнее стали, и Ну все, еще, весь да. интерес закончился, Потеряла но смысл. тем не менее, да, было интересно, так сказать, сыграть пару матчей. Так, ну это для истории, наверное, это тоже проблем не возникнет с этим. Ну, это, конечно, не возникнет, что же вы такие мне
легкие задания, но это, да, это Ну а как не памятная показать? партия. В Дворце съездов, кажется, в Москве, 94 год, четвертьфинал вот этих рапидов, которые были тогда PCA организовывал, с Мгм. Каспаровым я играл, да, первую в ничью черными, вот вторую я обыграл его здесь, там все отдал, все пожертвовал, и под рев зала, помню, ну там все-таки было реально по 1000, там 1500 человек собиралось на Мгм. каждый тур, особенно когда Каспаров играл. Да, Да, так что где-то, что я там, FE, наверное, я побил как-то, да, он взял, я ЕД, потом конь F5 забрал на F5, или конь E5 взял на D4, да, конь F5 взял на F5, так да. Очень по-молодежному. красиво, очень красиво. G, ферзь F5, вот где-то он тут ошибся, король G7, слон бьет H5, все это правильно было, ладья B4 надо было пойти, я помню. Ну, Мгм. тоже у черных хуже, но, может быть, спасались. А он зевнул как-то ладью, да, надо было поприжать. Ну, Да, позиция, так. конечно, очень трудная для игры. Ладья H8 зевнул такую довольно красивую штуку. Ладья G4 шах, король F8 и ферзь E6. Вот все висит, без ладьи и все висит. То есть, но нельзя брать ни ладью, ни слона из-за мата, и просто пешка Да, проходит. просто И показывает, насколько я что помню, я еще знает королем мат, куда-то в район мат поля сюда, B7 побежал. Да, а а если конь если G4, мат на ладью, тогда F7. на F7, да. Тактика, Да, опять и у тактика. черных, да, да, дешевый Дешевые кофе-хаус трюки, да, плеер, кофе-хаус игрок. плеер, да. Да, кофейный игрок, да. И как-то он там ладья b7, c6, он взял на b2, помню, и король пробежал куда-то в ноги туда, Да, в лагерь соперника. да, Да, тоже красиво. пошел, Не, ну партия пошел, обалденная, на вечного самом деле. шаха нет. Да, партия красивая, да, Гарри достаточно, Кимич, да, наверное, d7 там и... такие гримасы строил, что Ну, мало не она, покажется. по-моему, есть даже на YouTube, если кто хочет, может посмотреть. По-моему, Есть даже она вживую, да. еще Ну, в смысле, ты есть имеешь в виду живую. видео живое, да. Видео Да, живое, есть, да, по-моему, да. это. Unbelievable fight. Incredible. Kasparov leaving the stage. What an absolutely brilliant finish to a brilliant finals. Kasparov gutted, leaving the stage, and look how delighted Vladimir Kramnik is. Superb finish. Там Да, слышно говорил, я зал даже такой, видел. как на футбольном матче такой зал реагирует, да. Он Ну уже да, тогда да, да, сдался, да, да. Так Гарри что, Кимич. конечно, памятная партия. Так, это мы Ну что, пропустим. наверняка вы приготовили какое-нибудь бездарное мое поражение. Нет? Что-нибудь совершенно бездарное такое. Не, ну вот Или я нет? беру твои любимые партии, это немножко другое здесь, понимаешь? Не, ну это да, это тоже такая веселая партия. Да, здесь я с Хари Кришной, с Шамкир, ну, опять же, каждый год играешь, сразу не вспомнишь, какой именно год, но наверное, это был 17-й, может быть, Да, год, да, или совершенно верно. 16-й. Все правильно. 17-й, да. Да. Ну да, я что-то как-то я в испанской куда-то набросился на него, и оказалось, что что-то ничего нет, а позиция хуже. Начинает он F5, F4. H3 ходить не хотелось. Ну я уже, когда играл на предыдущих ходах ладья Мгм. D5, уже задумал такое безумие такое задумал, ладья E5, За что позиционную ладью жертву отдал? ладьи такую. Да. Да, позиционная За что жертва ладью ладьи, отдал? но она забавна. Конечно, у черных объективно лучше, но позиция становится очень сложной для игры. То есть такой нестандартной, причем она позиционная жертва, то есть никаких угроз-то нет. Я даже, по-моему, на следующем ходу вообще H3 пошел. Какой-то профилактический ход Через сделал. ход, Как да. он тут сыграл? Конь E4, да, слон D4. Тут H3, потому что G4 пограживает все время. Мгм. То есть у черных как позиционная, у белых позиционная компенсация, и просто пешки начинают идти, но он растерялся. То есть объективно у черных лучше, но правда не выиграно, не больше там, чем 0,8 или Мгм. единица максимум. То есть еще Ну, борьбы растеряешься вагон, тут. А ладью на а ровном он месте как-то отдали. растерялся, он что-то... Через несколько ходов возникла примерно та же позиция, только у меня пешки где-то на b5 и c6 были. То есть он позицию не усилил, а вот мои пешки побежали. Да. Как-то он цейтнот попал, да, что-то ферзь b2 под все связки. Ты вообще Начал очень вставать, да. проходные пешки любил в лучшие годы своей карьеры. Да, да, да. Пешки любил Но двигать. c5, и что-то он растерялся, как-то еще b5, и куда-то просто побежал, а Да. он не мог понять, что ему с этими связками делать, с моими слонами. И где-то здесь уже плохо, наверное, да, у него. Да, Как-то здесь G4, уже и вот удалось как-то добить здесь. Как-то на да, тактике, ну, как всегда. какое-то Ну, а безумие. как я еще умею?
Безумие. По-другому не какое-то. могу-то. Да. Он F6, да. Все. Но он играл, конечно, плохо с этого Ох. момента, когда я пожертвовал, но тем не менее, как бы так красиво было, оригинально, нестандартно. такая штука. Володь, я тебе готовлю Ну что? 10 позиций из опенов и юношеских детских соревнований, потому что я понял, Давай, что давай. это, Не, ну, это конечно, вы бессмысленно. Да. посложнее. Это, конечно, приятно. Я как бы приятно вспомнить, так сказать. Большие победы. Да, такие партии. Но, конечно, готовьте. Во-первых, что-нибудь бездарное обязательно. У меня более чем хватает бездарных партий. И во-вторых, вот опены и вот всякое такое. Какая-нибудь Сейчас, ничья. подожди. Раз ты... Не, ну бездарно, ну что бездарные брать? Раз ты такой борзый, давай, я сейчас тебе устрою. Давай. Давайте, поехали. Нет, У я меня не тут борный, припасено. Есть архивчик тут у нас. Я есть. люблю челленджи. Челленджи люблю. Давай, вот тебе челлендж. Ну, это что? Это с Алпутианом, Дебрецен, 92-й год. Я как-то D5 я пошел. Прорыв. Зевнул Сымбат. Сымбат зевнул тактику. На CD конь D5 и на ферзь C2 конь E7. Да. Ну да, так конь E7. А если взял. берет на D5, то мат на H7. Я помню, еще каким-то следующим ходом как-то он какой-то ход сделал. А я еще ему король H1 какой-то ход. По-моему, на ЕД тоже конь D5. Да, тоже конь D5. Та же А самая вот он тактика. сыграл как-то, что Ладья он там, ладья D8. D8, а я ему как-то неожиданно король H1. Вот Не, такой тут ход вот так? Не, ладья E1. Ладья E1, извиняюсь. Да. Да. Я такой издевательский ход сделал потом. Но не то, что издевательский, он объективно правильный. Но в смысле, что все равно на D5, оказывается, не висит, даже после ладья D8. И Да. тут как-то DE уже, и что-то там быстро все закончилось. Да, здесь что-то... Там, ну, у черных король очень слабый тут. Да. И, в общем, как-то Ладно, приехал хорошо, мат тут. Владимир Борисович. Давай. Ну, это тоже помню, это с Наном. Бундеслига, ну, вот год, наверное, 93-й, может быть. Может быть, или 94-й. 94-й. Да, Это, вот это Бундеслига, партия с очень известным английским гроссмейстером, таким философом от шахмат Джоном Наном, который, кстати, написал много шахматных книг. Но вот первая книга, которую я его прочел, называется «Ход за ходом», «Move by Move». Блестящая совершенно книга. Она у меня даже где-то здесь стоит. Я ее очень люблю. Много хороших очень книг рекомендую. написал, и вот какие-то позиции на решение, у него какая-то книга, я ее тоже часто решал, вот когда играл в шахматы. Ну да, я прорвался. Ну, конечно, доктор Нан не очень удачно разыграл староиндийскую, как мы видим. Да, и тут уже Е5 напрашивается, так сказать. Некоторая дисгармония в рядах черных имеется с ферзем на А7, конем А6 и конем на H7. Поэтому ферзь бьет G5, тут видно, что у белых получше. Это видно. Да. Хорошо. Это Ладно. Ну давай дальше продолжаем. Ага. Ух, это сложнее, но я Бундеслига. Правильно. Год, наверное, 93-94. 95-й. 95-й, да. Но я пошел, по-моему, ладья B6, что ли, здесь. Правильно. Нет, может такое быть. А вот соперник был не очень сильный. Ну, как бы не очень, Швибель, Мибель, вот что-то такое немецкое. Да, немец, точно. Нет? Да, немец или... Вот, ну, какой-то не очень сильный, типа 450, поэтому я и фамилию 430, сразу правильно, не вспомнил. да. Да. Арно, вот фамилия. Арно... Зубель. Зюде какой-то, да. Ну, Зюде, да. Ну, вот что-то ну. такое. Да, ладья B6 я пошел. Что дальше было, не помню. Вот этот ход помню, да. Да. Ну ладно, дальше там какая-то была борьба. Да, и как, наверное, зашел по линии Б. Да. Жертву качества я хотел просто показать, да. Да. Так, ладно. Тоже как-то это... Оба! Так, это, мне кажется, с Васей Иванчуком, Дортмунд 95, первый тур, G4 здесь я пошел. Володь, ты знаешь, я тебе скажу, что ты в большом порядке просто, честно. Нет, в большом порядке. Память-то уже совсем никакая, но вот почему-то именно на шахматная память, она у меня приличная. В большом видимо, порядке. Да, вот G4, почему-то там единственный ход выигрывающий, по-моему, был G4. По-моему. И вот, почему он важный, я до сих пор не скажу, не помню, почему он именно важный, но почему-то он был важным, да.
И да, это первый тур, и вот это мой первый Дортмунд, ну такой круговой я выиграл, плюс 5 в итоге набрал. Да. Да. В итоге ты сколько раз выиграл Турниров. Дортмунд? 10, 11, что ли? Ну, если не считать Опена, то 10, да. Да. 10 Ну, раз. я да. вот Домашний поделил турнир. первое место в Опене в 93-м, да. Но я еще в этом году сыграю. В Дортмунд? А, ну там ты, да, там это. Ну, так, да. Так, продолжаем разговор. Похожая позиция. Так, это чуть сложнее, но это чуть сложнее. Так, это может быть... Ну, вообще-то хочется d5 пойти, я не знаю. Ну, хочется, логично пойди. выглядит. Я не исключаю, что это партия с Белявским из этого же турнира. Блин, Володь, я тебе говорю, ты в Или большом нет? порядке. Тебе надо куда-то идти, знаешь, в эти, как это называется, на поле чудес там, или где там память А, нужна вот, да, хорошая, телефон. да, где-нибудь на какую-нибудь Но программу. я да. только на шахматные, Я понял. шахматные вопросы. Да, совершенно верно. Это партия смогу с ответить. Александром Белявским из Дортмунда 95-го года. Тоже красиво. Но такой это вот похожий уже такой. пошли сложнее примеры. Я вот уже не был до конца уверен, что это та Да, партия. но это но Евгений Ильгизович, да, угадал, его да. работа. Да, ну, наверное, качество забрал просто, да. Да, Ну да. да. Что ж не забрать-то, когда дают. Что же не заб... А что не пить, когда дают? Так, давай дальше. Это, я думаю, что это с Жаэлем Латье из Тилбурга 90, вот какой 90, наверное, какой 98, Ну, так, 9. год неважно. Да, совершенно верно. Это 98-й год, партия с Жоэлем Латье, нашим добрым. Да, как-то быстро я мат другом. поставил тут. Да, Как-то быстро я поставил мат, да. c4, ферзь h6. Да, потому что после ферзь d2 что-то тут почему-то оказалось, что уже... А, не, он что-то конь c4 почему-то пошел. Ну, там, правда, опасно. И что-то он подзевнул тут какую-то простенькую тактику. Ну, Да, тут ты типа уже взял конь g5. напрыгнул, что-то. напрыгнул. Ну, это я могу такую дешевочку такую нанести, я умею. Да, и сдался. Ладья Сдался, e3, Жоэль. тут уж как-нибудь заматуем, да. Так, ну мы хоть одну, интересно, проблему вообще сможем поставить? Так, хорошо. Это уже попроблемнее. Мне кажется, что это моя партия с Акопяном из Дортмунда 2000 года. Мне кажется. Я в шоке вообще, пребываю в шоке, да. Совершенно верно, абсолютно. Добавить нечего к этому. Да. И как-то выиграл. Я там какой-то слоновый, да, получился там. Да тут сейчас все Да, закончится оказалось, что через... выигранный слоновый. Да. И оказалось, что король там пробрался куда надо. Ну да, и там на c3, там только ловушка вот была, я помню, что на c3 слон e5 шах, типа король h7. И я поначалу думал просто заходить за пешкой b6, потом вдруг понял, что есть ход слона 1 с угрозой c2. Угу. Что заходить-то не так просто, Ну, надо то король есть вот так, c4 к все-таки примеру, да. забрать. Да, слона 1. Я сначала думал, что я просто связал, связал там. Поэтому король c4 надо пойти, все-таки пешку забрать. Мгм. А уже потом спокойно зайти за пешкой Да. c6. Правильно. Так, что у нас тут еще есть в нашем сжении? Уже пошли уже просто это ресурсы правительства, Это- партии правительства. Это Сванвели, Дортмунд, Виконзе, ну, год, наверное, 2003, может быть, что-то такого типа. Да, Ладья H8, совершенно мне верно. кажется, я пошел. Совершенно Ладья верно. H8. Совершенно верно. Да. Ладья H8. Взял на H4 Красиво. и где-то там... Да, после F6, правда, это был, по-моему, 40-й ход. Я ферзь 6 шахта выигрывал, по-моему. Я не сумел досчитать до конца. Решил 38-й, да, поспокойнее ну, сыграть. видимо, в цвет. Да, А вот но здесь, вот да? я не досчитал до конца в цветноте. По-моему, выигрывал, насколько я помню. Ну, Ладья H4, там еще какие-то технические трудности, но он как-то быстро, правда, проиграл. Какие-то еще были технические трудности здесь. Потому что, ну, пешки там что-то. Ну, да. Король все-таки у меня такой немножко чересчур активный. Чересчур активно. Но... Ну, ты его как-то он быстро по-моему, он запассивил, очень да. быстро, что-то он зевнул, какую-то тактику. Да, я тут D3, настраиваю хоть ферзь D3, вот B6. что-то, какую-то Конь мою F4. типичную дешевку зевнул. А, Да, вот ферзь это здесь же D4, 5 да, ферзь ферзь D4 он D4. зевнул. Да. Да. Так. Да что ж такое-то? Ну, хоть одну. О, ну вот это будет сложно. Это будет сложно. Это будет сложно. Да ничего сложного. Это партия с Одесским, 87-й год. По-моему, 87-й или 86-й, вообще не помню. 87-й год, правильно. Какой-то.
седьмой, конь f3 я тут нанес ему. Да. Ну, отметим, что это Это памятно. юношеский чемпионат СССР до 16 лет. Да, это Ну, ты знаешь, это, по-моему, командный какой-то, насколько я помню. да, Это ну, был может быть, да, командный. здесь не написано, но может быть. Да, да. Да, а эта партия, на самом деле, с очень известным шахматным журналистом. Это же Да. он, да? Это он. Да, Именно очень он. известным шахматным журналистом. На самом деле, моим любимым шахматным писателем Ильей Одесским я строго рекомендую Да. всем любителям шахмат читать его книги от первой до Я последней. не Это знаю, он еще действительно пишет очень... или нет. Да, пишет. Он Но, пишет ну, по пишет. B3. B3 у него любимая А. тема. Вот сейчас недавно вышла его новая книга. Ну и вообще, если вы любите читать шахматную литературу, в его очерке, ну, особенный стиль. И вообще человек невероятно талантливый. Так. Партию-то я помню. Ну, фамилия Фин какой-то, Линг, Стил, Линг, Грид, там Правильно, что-то. Ну, правильно, PG4 я правильно. тут пошел. Да, да, PG4 да. пошел. Йохан Это Бразилия, 90-й, что ли, год? 91-й. Или 91-й. 91-й, да. это Командное что? первенство мира среди студентов. Командное первенство мира среди студентов. Тут, Да, Under это мы- 26, то есть тем, кому меньше 26. До 26 лет, да. Это мы оторвались, мы заняли первое место тогда. Мы оторвались от второго, значит, это был турнир в 9 туров, 4 доски. То есть 36 партий, да? Да. Мы оторвались от второго места на 8,5 очков. Красиво. Мы потеряли всего, по-моему, 2,5 очка из Обалдеть. 36 В партий. 91 Причем не году такой уж еще слабый был турнир. Мы советская просто шахматная разрывали, я школа. набрал 6 из 6 на своей доске, Харлов 6 из 6, Епишин там, по-моему, 7 из 8, Костя Сакаев тоже что-то такого же типа. В общем, все-таки там Америка не такая слабая была, там какие-то команды были. Ну да, мы что-то там разрывали. А тренером Юрков у нас был, покойный, к сожалению, ныне. Вообще турнир был очень веселый, много историй оттуда осталось, но не для эфира. Молодость, да? Молодость. Да. А зачем тут, молодость, да. а что он тут ферзя отдал? А как-то дело в том, что на отход ферзя, наверное, слон бьет h2, ферзь 4 шах и g3, и, наверное, мат поставлен Ну на да, h2. ну куда-то есть там, Как-то не так, знаю, куда он там уходит, да. Да. 4, Да. 4. Ферзь 4 шах, король g1, g3. Нет защиты от мата. Ну, это, кстати, вот была важная партия, потому что это был, по-моему, единственный матч, который мы выиграли всего 3-1. Все остальные мы выиграли 3,5 или 4-0, потому что на первой доске Володя Епишин проиграл какому-то финну с 2400 после тяжелого такой вечера, очень бурного и тяжелого вечера, он не смог прийти в форму и проиграл, и поэтому был единственный матч, 3-1 мы всего выиграли. Так, хорошо, продолжаем разговор. Но это, я думаю, вот не 100% уверен, но я думаю, что это партия с Ванвели, с Олимпиады в Маниле черными я играл. Наверное, вот эта партия, нет? Совершенно верно. Да. Как-то король у меня побежал там куда-то. Да, не, ну ход-то потрясающий просто. Так, это кому в голову такое придет? Королек подступил. Ну, что-то я там посчитал. Тогда вот что считать-то я умел тогда, да. Считал хорошо тогда. Вот что-то там как-то потом замот еще был какой-то. Ну, тут я все высчитывал как калькулятор, да. Понимать-то мало понимал тогда еще, но зато считать... Сейчас бы так считал бы, я бы поборолся с Карлсоном. Если бы еще это понимание на тот счет наложить. Но, как всегда, если бы молодость как-то... Могла. Это партия с Ненашевым, тем графом, ну или графом, тогда он еще был Ненашевым, по-моему. Слон G3 я пошел из Москва, Open, 93-й год, я думаю. 92-й год, да, Алехин Open, Александр Второй, Граф, да? совершенно верно, Да. слон G3. В печень такой удар. Да, это он подвернул слон G3. Да, а он тебе конь B5, так Но. на тебе, да. Он же был Ненашевым тогда еще, по-моему. Он потом В смысле? сменил фамилию на граф. Он сменил фамилию на граф, он переехал в Германию и сменил фамилию на граф. Он был не наш. по-моему, Не, но ну, он в базе был он как в наши граф, да, но, времена. видимо, в базе Да, под двумя когда он фамилиями. был в советские времена, в российские он был не нашим. Я, вот, по-моему, когда я играл с ним, он был не нашим.
А я что-то постеснялся спросить, Я что помню. значит не наш, сижу, размышляю, что значит не наш. Нет, это Когда-то был нашим, наш, видимо, как стал раз не наш, нашим, наш да. как раз человек, но почему-то он сменил фамилию на граф, когда переехал в Германию. Может быть, он женился, я вот не знаю, но это я знаю, что случайно вот такая оказалась. Ну, я могу понять, почему Комляков стал Комляковым, сменил Мгм. фамилию. Это же была известная А что, история. а я не знаю. Ну, это он молдавский шахматист такой, он Комляков, но вообще-то у него была фамилия, ну вот румынская фамилия, Мгм. молдавская. Ну, вообще-то, как бы, если правильно ставить ударение, Попа. Попа. Попа, Ну, да? да. Ну, вот так, такая была фамилия. Но, в общем, он женился на мадам Комляковой и решил поменять фамилию. Вот тут-то я отлично понимаю, как бы, Да. почему он поменял фамилию. А вот Ненашев почему поменял, Ну, не Ненашев знаю. на граф тоже неплохо, как бы, а что? Тоже Ну, неплохо. может быть, Тоже да. апгрейд определен. Ну, в общем, здесь ты его там быстро как-то Ну, как-то там, да. поддушил. Ладно, давай уже пойдем вот прямо вот вообще уже. Все, последние у нас с Женей остались партии. Ох, вот это, это вот сложно, конечно, это вот сложно. Так. Это я, значит, вот тут проблемы. Я не исключаю того, что я играю, значит, чей ход-то вообще до Черных. начала? Как черных? Черных, не белых? В ферзь c3, последний ход белых. Потому что по виду, если черных, так совсем выиграно. Ну, да. Ну, ход-то, наверное, конь f6, так логично. По Ну, логике, очень нет? логично, да. Логичный Очень ход. логично, да. А вот партию, ты знаешь, это надо вспомнить. Это вот тяжело будет. Это тяжело. Конь f6. Ладья g3, Что конь бы это e4 могло сдался. быть? Ну, это что-то совсем детское, я думаю. Вот совсем детское. Нет, ну нет, не детское. Молодежное такое, Не совсем. боевое. Ну, я не Ну, ты что это позицию помнишь, может нет? быть. Нет, позицию не помню. Нет, ты Женя, знаешь, вот, Женя вот будет тут, доволен. вот тут я пас. Ну, наверное, чемпионат мира какой-то юношеский, но вот пас. Нет, честно, вот не помню позицию просто. Это партия с шахматистом Хикам Хамдучи, 93 год. А что за турнир, я не знаю, потому что здесь написано просто Франция. Ну не, я вспомнил, я просто, не, если бы чуть пораньше, я бы вспомнил, я просто не думал, что до такого все дошло, до такого я помню, какая-то сицилианская была, это Да, Франция, совершенно да, как бы лига, французская лига, 93 год, да, Да. была какая-то сицилианская, но я не помнил, чтобы дошло до такого безобразия вот в конце. Помню, что Дошло. как-то легко очень я выиграл, а вот... Да, значит, вот тут Да. поймал меня Поймал Женя. Женя, да, Поймали, Женя поймал. наконец. Давай. Ну, это Развивай я перевес. думаю, что это моя партия с Желем Лотье, первая партия матча нашего в 93-м году, прямо перед Линарисом. Совершенно верно. Да, Не удалось нам с Женей развить перевес. То ли b5, то ли слон e2. Вот я Слон помню, Е2, да, какой-то слон Е2 слон такой E2 красивый, как неожиданный красиво, ход. красиво. Но там еще в начале было красиво, я e3 как-то ему метнул. В самом начале, вот если изначала прокрутить партию, конь же e4, конь g5 новинка была Сейчас, в тот момент. C4, E5. Я любил играть этот вариант, да. И Жель подготовил к матчу новинку. Слон c5, конь f3, e4, тут он d4 как-то играли. Угу. А он мне метнул конь g5. А даже еще компьютеров-то не было. Ну да. Конь g5, и я задумался на полчасика и метнул ему e3 тут. Такой ход, который он не смотрел. Оказалось, что он его не смотрел. И вот началось какое-то свободное творчество с этого момента. Там d4, кажется, ef, король f2, слон e7. Но я хуже по дебюту получил, но потом как-то перекрутил Желя. Выиграл партию. Да. Ну красиво здесь. То есть, Слон наверное, Е2, хуже, неожиданный ход. Да. Опа. Да, удивительно, все-таки хорошо я считал тогда, да, какие-то такие ресурсы находил. Удивительно Мне хорошо. сейчас он в голову не пришел, просто я бы с ума сошел от такой позиции, все висит, Ага. и да, тогда легко. Потом я еще где-то b5 через пару ходов ему Да, где-то сразу нанес. прям, да. Вот я вот не помню, b5, да еще какой-то. Причем помнится, что для меня это было абсолютно все естественно, и как бы не было ощущения, что я какие-то сложные ходы нахожу. Да, и вот как-то я просто лучше получил, такая просто позиция, рокировка, да, и просто у черных пьес уж король слабый.
Потом Да. какой-то дикий был цветнот обоюдный, но удалось выиграть партию. И матч тоже выиграл, помнится. Дальше. Это, я думаю, Заканчиваются что это моя припасы. партия с Розенталисом, Бундеслига, черными я играл. Бундеслига, мне кажется, вот нет. Да, правильно все. Да, ну вот год тоже, 93-й, может, вот что-то Да, такое, типа 94-й год. 94-й, может. 94-й год, Да, да, вот что-то такое, да. Как-то он неудачно разыграл дебют, и как-то я выиграл легко, помнится. Даже удивился, потому что он шахматист сильный был, как-то удивился, как легко так удалось у сильного шахматиста выиграть. Конь d3. Ну, конь-то на e4 хорошо стоит, да. Да, Да, блестяще. пешкой зашел, что там дальше. Как-то он быстро очень проиграл. e5. Вот тут его начал, тут Что-то он поддергивать. подзевнул, наверное, еще в конце. Или я просто все пешки собрал. Как начал пешки Ну, собирать. тут уже партия сейчас закончится. Он f8, он d6. Шах. Не, ну я так энергично играл-то. Я Очень. смотрю, ничего так. Очень Есть энергично. такая, да, динамика. Я думал, что я позиционный шахматист. Нет, я очень динамично играл, да. То есть крутил хорошо позицию. Очень Сейчас крутил. смотрю, вот эти все ладья, слон f8, слон a4 как-то. Подвешивал Крутёж-то все время устраивает. что-то. Очень дерзко Я играл. понимаю, что старичкам было сложно играть, да, наверное, против такого стиля. Как сейчас Фирузой там тяжело играть, да, старикам. Потому что как бы подкручивает, считает тоже хорошо. Ну, это с Васей Это Иванчуком, классика. это Классика. классика. Слон d5, мне кажется, я пошел здесь. Да, да. Слон d5. Это... А помнишь, Это что моя третья. Ну, конечно, Дос Hermanos, как не помню, 96, наверное. Я же 3 подряд выиграл. Это третья подряд была. Я начал с 5 ничьих, потом выиграл подряд белыми Ананд, черными Каспаров и черными Иванчук. Я уж хотел тебе поставить выиграл эту позицию. У меня есть эта позиция И из выиграл партии с турнир. Каспаром, но там, ну как-то это уж совсем, как бы, это одна из, Да, да. наверное, трейдмарк Я таких помню, что партий так. раннего Причем я периода. помню, что начал, ну это был вообще супер турнир, то есть из 10 9 было первых играло, ну и Каспаров все. Я начал с 5 ничьих, причем помню по дебюту все время получал хуже, еле отбивался каким-то чудом, там с Топаловым, с Камским чудом отбился, ничего не предвещало первого места, и вдруг, то есть у меня вот после этих 5 ничьих, у меня такая вот 3 партии подряд, такие, 2 из них черными, и неожиданно 3 из 3 набрал. Вот, Не, ну да, с Каспаром это первый, все-таки, второй наверное, скакал. ну, вообще одна из лучших твоих партий, да, Володь? Ну она совсем прям Ну, она такая красивая, пробивная, да, она да. красивая. Да. Да. Кто Вот не здесь знаком, вот как-то я вот- кто не знаком, ознакомьтесь обязательно с партией Каспаров, Крамник, Дос Hermanos. Да, я вот 94. заметил, я как-то на Каспарова, я потом посмотрел, я очень довольно много у него 90-х выигрывал, ну, потому что я набрасывался на него со страшной силой, причем так вот отчаянно. И мне кажется, что он, во-первых, не привык к этому, во-вторых, ну, все-таки он все-таки атаковал больше, редко защищался, и вот от такой наглости он как-то опешивал и неудачно защищался. Вот у меня почти все партии в 90-х, которые я выиграл прямой атакой, причем с жертвами иногда, вот так вот, все вперед, и он как-то терялся. Да, и в том числе и ту партию тоже. Да. Да, ну как-то мат Так. этот поставил, я помню. Давай, Володь, предпоследняя. Ну это, конечно, это ход конем, ладья, когда конем пошла. Это я помню. Это что значит? Да, ну это, ну потому что я с Хюбнером, это Хюбнер, Дортмунд, ну какие-то там 90-е годы, не могу 96-й, сказать да. какие, Совершенно они верно, Роберт слились все Хюбнер, в да. один. Да, я тут обнаружил эту идею, ладья v5, ладья a5, ну как бы ладья как конь, да. То есть такая неожиданная идея, ладья b5, он на взятие на v5 АБ, потом ладья a8, линия А так грозит ладья a5, сильная угроза. Ну, то есть он пока А3 имеет ход, но она от нее защититься почти невозможно. То есть какой-то антислед. Но он еще тут он С4, это уже совсем уже паника, да. Он сдался, но, видимо, плохая Подожди, позиция. я не понял, а была вот после без этого. ладья b5 что грозит? Ну, я просто поставил ладью пока. На взятие, если он берет, я всегда АБ беру и ладья А8, там, потом по линии А ему замотую. А если не берет, то я ладья А5 грожу. Поэтому, ну, как бы ладья с b7 на a5 переходит. Соответственно, я поэтому и говорю, что ладья конем ходит. То есть, если он не берет после ладья v5, ну, вот как я сыграл, то вот ладья v5 поставь, да, и ладья a5 грозит. Поэтому-то он ферзь d2 и пошел.
Ну да. Чтобы на ладья 5 иметь ход А3. Но у него теперь пад, он просто, у него ходов нет. Но здесь у него А3 есть ход. Да. Но просто конь G4 я продолжаю атаковать, и когда захочу, еще слон G5 грозит с этой стороны. И потом ладья А5. Ну, то есть тут проиграно, видимо, у белых. Да. Такой Красиво. нестандартный маневр, ладья B5, ладья А5, Нестандартный. нестандартный, да. Сейчас бы я, конечно, точно не нашел бы, в голову не пришло бы. Уже Да, отупел уже с годами. молодость. Так, все, заключительная позиция. У меня, Мгм. по-моему, больше реальной нету. Вот такая. Ход черный. Так, кто? Ну да, это я помню. Это я помню. Это я играл в турнир в Белграде, 90, опять же, какой год, 8-й, наверное, или 7-й? 7-й год, совершенно верно. 7-й, я думаю, да. Типа Ковачевич, как фамилия, Абсолютно местный правильно. шахматист. Абсолютно Как-то он правильно. там меня сушил, я какой-то равный эшпиль долго его мучил. И в итоге домучил, потому что он тут подзевнул, по-моему, ладья Е1 ход. Считал, что ничего делать, по-моему, ладья Е1, да, здесь? Да, ладья Или один ход сдался, пешечный, да. ладья Б3. Да, потому что на ладья Б3 пешечный, ладья Е3 шах. И взял на Б3, король Б4 пробежал, выиграл, да. Да. Помню, да. Пробежал. Но выиграл. турнир не очень для меня сложился, но эту партию помню. 7 часов мы бились, я мучил. Да, длинная партия. Это ладья 1, Как это там в классике? 74-й ход. Классику душили. Да. В общем, как-то я душил, и до он последний уже момент, это уже третий контроль, я помню, уже на флажке все-таки он ошибся, все-таки удалось выиграть его. Сыграть. Да, друзья, ну что, вот несмотря на мои жалкие попытки и огромную работу, которую Евгений Ильгизович Бореев проделал по раскапыванию бриллиантов, в общем-то, одну партию не совсем вспомнил Володя из, по-моему, 25, которые я ему показал. Так что, Володь, ну, на пятерку с Не, плюсом. ну, я говорю, надо поработать в следующий раз и, по в Блиц, турнирам, Опены, чемпионатам. дружеские партии. Чемпионатом там, СССР среди юношей, вот по таким турнирам. Будем работать, будем ставить Там проблемы. будет, да. Хорошо, спасибо тебе большое, Володь. Я получил большое сегодня удовольствие, как обычно. Спасибо. А уж я тем более. Уж Да, мне-то вообще по волнам. приятно по волнам. было. Хорошо, Да, спасибо. даже показалось, что не так плохо играл в шахматы. Да, Очень в свое хорошо время. играл. Так что идем ужинать с хорошим настроением.